Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем вот такой модный корсетик. Я покажу, как из классической выкройки корсета сделать вот такой вырез. И мы с вами промоделируем выкроечку. Итак, я буду работать со своей выкройкой корсета классического из курса «Свадебный корсет». Скачиваем, распечатываем выкройку. Обязательно проверяем контрольный квадрат. Склеиваем листочки и убираем со всех деталей по 6 сантиметров снизу, то есть укорачиваем наш корсетик. От линии низа ставим точки вверх, минус 6 сантиметров. Вот так это выглядит. Обращаю ваше внимание, что детали корсетика, они не прямые по низу, поэтому ставьте побольше точек от линии низа вверх и по этим точкам уже корректируйте длину корсета. Так, со спинкой у нас с вами здесь шнуровочка. Выбирайте, какую вы хотите спинку. Можно сделать на молнии, можно сделать любой из вариантов, которые отмечены. Я буду делать вот такой вырез. Вот это моя новая деталь спиночки. Так, длину мы откорректировали, шнуровку мы решили, какая у нас будет. Теперь переходим к центру переда, продлеваем линию вверх и от нижней точки выреза по центру поднимаемся на 2,5 сантиметра. Это наша новая точка нового выреза. Соединяем эту точку с верхом, с вот этой точечкой корсетика. Здесь у нас прямой угол, небольшой участочек, и здесь вогнутая линия. Вот наш новый вырез корсетика. Отмечу его поярче. Так, со второй деталью переда мы ничего не делаем. Выточка нам по центру переда сейчас не нужна. Также чашки мы не задействуем. Просто вырезаем новую выкройку по новым линиям. Я буду работать с 42 размером. Это черный контур. Если вы работаете с другим размером, значит вы вырезаете детали необходимого вам цвета. Обязательно прорезайте метки. Так, спинка. Вот по этой линии мы срезаем. Остальное нам не нужно. Итак, выкройка корсета у нас подготовлена. Приступаем к работе. Нарезаю отрезки ткани для лица и для изнанки. Также один отрезок дублерина на хлопчатобумажной основе. И буду проклеивать лицевую часть корсета дублерином. Складываем ткань пополам. К сгибу прикладываем центральную деталь переда. Укладываем остальные детали таким образом, чтобы наша долевая была расположена правильно. Беру простой карандаш, обвожу точно по контуру все детали кроя. У меня выкройки уже с припуском 1 сантиметр по всем швам, поэтому ничего при раскрое добавлять не нужно. Вот мои два комплекта выкроенных деталей корсета. Изнаночка не проклеенная и продублированная лицевая часть. Теперь сшиваем все детали с припуском 1 сантиметр и лица, и изнаночки. И переходим на утюжок. Разутюживаем все швы в разутюжку. Рельефы переда мы разутюживаем на плоскости только до линии под грудью. А рельеф в области груди мы будем формировать на колодке. Это круглая колодка для
отутюживания чашек. У меня есть такой мастер-класс, вы можете посмотреть его и скачать себе выкройку этой колодочки и сделать ее сами. Так, разутюживаем шовчик, формируем чашечку. И вот наша изнаночка и лицо корсета. Все отглажено, отутюжено. Все готово к дальнейшей работе. Переходим к шнуровке. Я размечаю припуск 1 сантиметр. Я это делаю ручкой «Пиши, стирай». Она пропадает от горячего утюга. Делаю отметочки по 1 сантиметру сверху и снизу. Это наши припуски. И между этими метками у меня будут проходить петли. Расстояние между петлями у меня полсантиметра. Ваша петля может быть от 2 сантиметров до 3. То есть посчитайте это, пожалуйста. У меня на это расстояние получилась длина петли 2 сантиметра 1 миллиметр. 6 петелек с каждой стороны. Итак, я отрезаю из корсетного шнура заготовочки для петель 5 сантиметров длиной, 12 штук. И вот так вот я буду их пришивать, уравнивая конец петли с срезом корсета. И обязательно вот эти меточки, прямо на них мы должны расположить сверху петлю. Придерживайте пинцетом. Расстояние между петлями полсантиметра. Вот так мы пришиваем все петли для шнуровки корсета. Все петли получаются одинаковые длины. Очень аккуратно. Теперь мы должны с вами сделать кулиски для костей. Для этого мы будем пришивать один из припусков шва. Все кулиски должны у нас быть расположены к центру. То есть вот сейчас мы работаем с этой половинкой, и мы застрачиваем припуск, тот, который расположен к центру переда. Вот этот припуск. Шьем мы на ширину лапки. Вот так мы пристрачиваем. Далее следующий припуск, следующая кулиска. Готово. Все к центру переда. Следующий припуск. Старайтесь шить аккуратно. И центральный рельеф переда. Также у нас прошивается тот припуск, который расположен к центру переда. Готово. Теперь все делаем в зеркальном отображении, то есть припуски у нас разворачиваются и идут в эту сторону, то есть тоже к центру. Кулисочки мы прострочили. Теперь соединяем лицо с изнанкой по верху. Обязательно уравняем все срезы. Ставим иголочки. Обязательно уравняем все рельефы. Все должно быть соединено очень точно. Ставьте побольше иголочек. И прокладываем строчку на расстоянии припуска 1 сантиметр. Готово. Проверяем, как мы сшили. Все ли хорошо. Теперь я беру ленточку органзы. Вы можете оторвать от цельного куска ткани органзы 2-3 сантиметра по утку, просто надрезать и оторвать. И у вас получится вот такая ленточка. Укладываем ее сверху на верхний срез корсета. Будем его стабилизировать этой лентой. Попадаем в ту же строчку. Спинку мы не припосаживаем. Как ложится, так мы ее и шьем. А вот в области чашек нам желательно немного припосадить ткань
корсетика под лентой. Немножечко припосаживаем, так же как, допустим, вы припосаживаете рукав пиджака по окату. Вот такая у вас должна получиться припосадочка, вот такая вот волна по верхнему срезу переда. Вот. Тогда будет корсетик хорошо прилегать. Итак, теперь перестрачиваем весь припуск на изнаночку. Шьем где-то в 1 миллиметре от шва. Так. Срезаем органзу на полсантиметра. И весь припуск корсетика мы срезаем, оставляя где-то 2-3 миллиметра. Вот так это выглядит. Теперь мы зашьем область шнуровки. Перегибаем вот таким образом наш подклад. Наша перекантовка должна быть с изнанки. Ставим здесь иголочку. Нижний срез уравняли. Ставим иголочку. И также распределяем ткань по шнуровочке и ставим иголки. Теперь прокладываем строчку, немного заступив на предыдущую на 1 миллиметр, чтобы ее скрыть. Выворачиваем, смотрим. Теперь мы должны проложить с вами еще одну строчку около петель, создав таким образом кулиску для кости. Соединили подклад с лицом и прокладываем строчку на ширину лапки. Готово. Вот так мы подготовили шнуровочку. Теперь переходим на утюг и на полотенце в 2 слоя, положив корсетик изнанкой вверх, мы будем отутюживать верхний срез. Делаем небольшой перекант на 1 миллиметр. Утюгом проходим только по самому краю корсета, где-то сантиметр-два. Дальше мы не заходим утюгом. И вот так постепенно делаем перекант лица наизнанку. Все готово. Верхний срез у нас полностью готов. Теперь пришло время для пластиковых костей. Вот такие у меня кости. Они у меня в рулоне. Шириной 5 миллиметров. Обязательно я закругляю кончик кости. И вставляю кость в кулиску. Так, дошли до конца. Срезаем вровень с низом корсета. Вынимаем немного кость и срезаем сантиметр или чуть больше. В данном случае я срезаю 12 миллиметров. Также обязательно закругляю косточку. Вы можете оплавлять огнем конец костей. Вот, обязательно смотрите, чтобы кость у вас начиналась в начале петли и заканчивалась на последней петле. Теперь продолжаем работу. Вставляем кости в остальные кулиски. Тоже по такому же принципу. Сначала срезаю вровень с корсетом, потом срезаю около сантиметра, чуть больше. Обязательно закругляю и возвращаю кость на ее место. По всем кулискам я поставила косточки. Вот здесь у меня сантиметр. И тут не совсем уж до упора вверху делаете, чтобы у вас кость не порвала ткань. Теперь на этом этапе мы вшиваем чашки в наш корсет. Выворачиваем корсет наизнанку. Пришивать я буду к лицевой части корсета.
Так. Находим центр чашки. Он должен прийтись на центр груди. Распределяем чашку по рельефу. Смотрим, чтобы она не была велика для нашего корсетика. И в 3 местах мы присоединяем чашку, пришиваем ее к припуску, по верху, по центру и по низу чашечки. Мы прихватываем ее вручную. Вот, наши чашки пришиты. Теперь нам осталось закончить корсет по линии низа. Наш подклад корсета немножечко будет выступать за линию лица, поэтому мы должны с вами, чтобы подклад не был лишний, немножечко его вот так вот при соединении лица с изнанкой, мы должны его немножечко выпустить. Вот мы его должны видеть. Где-то 1-2 миллиметра он выходит за лицо, наш подклад. Вот так мы соединяем. Обязательно очень точно соединяем все рельефы. И прокладываем строчку в 3 миллиметрах от среза. Подравниваем низ корсетика. И отрезаем ленточку шириной 3 сантиметра. Как вы знаете, я нарезаю свои отрезки только таким способом. Я тяну за ниточку, и по этой нитке я уже отрезаю. Это очень простой, надежный способ сделать очень ровные, точные отрезки. Все, заготовочка моя 3 сантиметра шириной готова. Теперь корсет к нам лежит лицевой стороной. Беечка наша тоже лицевой стороной. И мы ее пришиваем к нижнему срезу корсетика. Шьем на ширину лапки. Ленту можно немножечко подтягивать под корсетом. Так, пришили. Вот так это сейчас выглядит. Теперь с каждого края ленты мы оставляем по сантиметру и огибаем вот таким способом нашу беечку внутрь. Берем иголку с ниткой и вручную все это наметываем. Наша задача сейчас закрыть все швы. И надо стараться, чтобы наша окантовка была равномерная, то есть одной ширины. Прометываю весь нижний срез корсета. Шью по самому краю ленты. Не торопитесь, эта строчка будет у вас на виду. Все готово. Снимаем наметку. Переходим на утюг и немного отутюживаем нашу ленточку. Вот такой замечательный результат у нас получился. Видите, как просто и легко можно моделировать и шить разнообразные корсеты, имея хорошую базовую выкройку. Такую выкройку в 5 размерах можно приобрести на сайте нашей школы. Под этим роликом я вам оставлю ссылку на выкройку. Я вам желаю легкого кроя и шитья. С вами была Юлия Чумакова.